Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисели. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно одной очень большой проблемы, которая есть в Elite Dangerous, и которую нужно решить, потому что это на самом деле очень неудобно, противно, душно, отвратительно. Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали! Для моих любимых людей, которые пишут в комментарии «ты задолбал ныть, говорить о проблемах игры в открытую и нытье» — это немножко разные вещи. И когда я что-либо критикую, я, собственно, и предлагаю, что можно сделать с этим делом. Так вот, сегодняшняя наша проблема довольно серьезная. Я не знаю, как будет названо данное видео, наверное, максимально кликбейтно, чтобы было больше, конечно же, просмотров и так далее. По-любому оно так и будет. Да. Давайте-ка разберемся, что, собственно, вообще происходит. В этой великолепной игре, которую я люблю всем сердцем, есть и некоторая такая душная составляющая под названием материалы. Туда же входят и данные. Фармить это дело не то чтобы прям очень приятно, но давайте-ка быстренько пробежимся по их типам и по тому, как мы их фармим. Все вы знаете про сырьевые материалы, про систему там, где они фармятся. Если не знаете, видео есть на канале. В чем прикол? Это довольно просто, нужно просто ездить, собирать обломки тех самых кристаллов. При этом тот же самый селен фармится отдельно, как бы балансис, бла-бла-бла-бла-бла. Это еще более-менее. Да, вам нужно будет потратить время, чтобы долететь там сколько, 1500 от Солнечной системы, грубо говоря. Да, займет время, но у вас будут полные карманы, обменник и так далее. Это самое простое. Данные. Разбитая кобра Джеймисона, фарм через мегашипы, также обменник, не особо сложно, но тоже душненько, чуть посложнее, подольше, чем сырьевые, но тоже реально это сделать. Ну, конечно же, фарм промышленных материалов, который сложнее из всего, что мы обсуждали ранее. Это у нас летать по различным системам с различными состояниями, и высокоуровневые сигналы, и так далее, и так далее. Плюс, конечно же, горячий Юпитер, поселение шахтеров. Я, наверное, все эти видосы в описании под этот закинул, чтобы, если что, если вы не знали как, то смогли бы. Это сложнее. Но это не самое сложное и не самое душное. Сейчас я объясню, в чем суть. У нас есть хранилище материалов. И да, кстати, материалы есть еще у стражей и у торгоидов. Надеюсь, не забуду видосы и эти запихну в описание. В чем суть? У нас есть, так сказать, определенное количество материала, которое мы можем взять. Допустим, биотехнические энергопроводники 54 из 200. Когда вы дойдете до 200 и будете брать еще, они просто у вас не будут браться. И таким образом у вас не будет все это дело захламляться. Что значит захламляться? Обратите внимание, то, что здесь нет такого значения, как общее количество того, чего мы можем взять. То есть, допустим, 200 здесь, то здесь, то здесь, 250 здесь, 200 здесь. Нет ограничения, ни 1000, ни 1500, ни 2. У нас просто есть ограничение на количество одного типа материала. Таким образом, у нас это дело не захламляется. Но все не так с другими материалами, которые нам нужны для скафандров и ручного вооружения. Заходим в раздел хранилища и просто начинается веселье. Обратите внимание, грузовместимость у нас лишь 1000. Нет ограничения на то же самое количество аэрогеля. И этих материалов тут просто гигантское количество, которое нам нужно будет. Очень много. Очень много. И в большинстве случаев нам такое огромное количество не нужно, потому что они не используются у инженеров. Но у нас есть ограничения на количество того, что мы можем с собой таскать. И это отвратительно. Я реально кринжую с этой игры временами, у меня примерно вот такое вот выражение лица. В чем суть? Когда вы покупаете себе комбинезон, скафандр, как угодно, ручное вооружение, вы все это дело можете, конечно же, еще улучшить, но для этого нужны материалы. Но довольно не все так уж и сложно. К примеру, 4 верхние повторяются, нижние 2 разные для каждого типа комбезов, но было бы неплохо, чтобы это дело можно было подсмотреть. Чтобы было какое-то отображение нужных нам материалов, перечень, который нам нужен для улучшения. Улучшение позволяет открыть дополнительную ячейку, куда мы можем поставить улучшение инженера, на которые тоже нужны материалы. И вопрос, собственно, как быть, когда у нас есть ограничение на количество хранения и гигантское количество всего, что может упасть. Использовать сторонние программы? Серьезно? Чтобы играть в эту игру и в какую-либо другую игру, нужно скачивать сторонний софт, который не от разработчика, а от модеров, скажем так? Прикольно. Как по мне, это максимально странно и неудобно.
Конечно же, у нас есть бармен, который позволяет нам все это дело обменивать между собой. Черт ногу сломит, с первого раза вы не разберетесь. Видео про бармена тоже, наверное, кину в описании под видос. Это ненормально и это неудобно. С материалами для корабля все гораздо проще. С материалами для наземного контента полная жопа. Так это еще не все. У нас есть хранилище для этого всего дела еще на флотоносце. Давайте-ка слетаем обратно и посмотрим. Ну и как я еще мог забыть наших великолепных инженеров для всего этого наземного? Во-первых, могут быть проблемы с их открытием. Может лагать, может некорректно работать. До сих пор у людей есть проблемы с тем же самым инженером, который открывается за наземной зоной конфликта. Такое тоже может быть, никто от этого не застрахован. Так вот, для них тоже нужны материалы. Для них тоже нужно фармить эти материалы и привозить им. Чего строят только лишь опросы общественного мнения, которые там нужны нам. Это вообще был кошмар. И да, видос по поводу фармы наземных материалов тоже будет в описании под видео. Гулять так гулять. У вас есть дополнительная тыщенка на вашем авике. Просто обмазаться ненужным хламом. Ну а как еще? Нет, я должен что, реально писать талмуду, облепить все мониторы различными стикерами с подсказками, где, что, как брать, либо скачивать сторонний софт, да вы угораете, это ненормально. Почему нельзя было просто сделать то, что у нас есть определенное количество материалов? Как это, скажем, у нас с сырьевыми, промышленными и данными. Нет, мы просто ведем гигантское количество хлама, которое нам не нужно. Чтобы захламлять себе снаряжение, чтобы потом все это продавать у бармена, либо вообще выкидывать. Но это странно. Вам не кажется? Ну вот, допустим, я открываю какой-нибудь шкафчик. Вижу здесь перечень того, что тут находится. И как я должен понять, что мне это нужно? Запоминать такое огромное количество информации? Ну, как бы плохая идея. Те же самые данные. Их здесь в одном месте может быть гигантское количество. Почему бы, скажем, не сделать отображение того, что нужно и для чего это нужно, чтобы упростить жизнь людям? И почему об этом изначально на моменте задумки всего этого не подумали, я не понимаю. Что я предлагаю? Значок для того, что нам нужно. К примеру, повышение уровня скафандра, значок скафандра. Повышение уровня ручного вооружения, значок ручного вооружения. Допуск к инженеру, значок просто-напросто инженера, то, что нам нужно для допуска. Если инженер открывается, нам это уже больше не нужно, значок пропадает с того материала, который нам нужен. Улучшение у инженера скафандра, значок скафандра и туда еще значок самого инженера. Улучшение ручного вооружения, значок ручного вооружения, значок инженера. В чем проблема? Либо когда нужно все сразу, отображение всех значков на одном материале. Делов-то. Вот, к примеру, передатчик. Обратите внимание, сколько справа от слова передатчик есть свободного места. Просто вбить туда эти сраные значки. Либо украсть активы вне закона, ниже еще сделать сноску с теми самыми значками. В чем проблема? Либо вас все устраивает. Также отображение всего этого дела здесь, потому что у нас ограничение по вместимости 1000. Вот, допустим, название, имя аэрогель, количество столько-то штук в рюкзаке. И обратите внимание, сколько свободного места в этом рюкзаке, сколько можно циферок различных внести. Просто введите еще одну, для чего нужно. Или где используются. И все. И будет все прекрасно. Либо сделать как с корабельными материалами. И да, значки бы еще не помешали бы у бармена. На всякий случай. И да, похожее видео было снято давным-давно, когда фронтиры писали пост, если не ошибаюсь, по поводу предложений по улучшению наземных материалов. Было снято видео, переведено на английский, написана статья, всем было пофигу. Но сейчас у меня подписчиков побольше, просмотров побольше, знаний, может быть, даже побольше. Наверное, стоит сделать это еще раз на форумах фронтиров и отправить туда данное видео и, собственно, все это дело расписать. Может быть, сейчас с помощью вас, мои дорогие, которые будут на этих форумах находиться, получится достучаться до фронтиров, чтобы это было введено. Если вам что-то в игре не нравится, то можно предложить разработчикам, чтобы они это дело улучшили, чтобы было лучше не только вам, а всем. Могут быть такие люди, которые говорят то, что нужно занять фердиланс, нужно поднять мамбу, нужно сделать маневреннее каттер. Это, единичные случаи, но я уверен почти на 100%, то, что всем не нравится то, как выглядит сейчас фарм материалов наземных. В частности, то, что вы не понимаете, что вы берете и для чего вы берете.
Как бы я ни относился к разработчикам за некоторые моменты, игра великолепна. Желаю ей долгих лет жизни, чтобы было все прекрасно с этим великолепным проектом, и хочу сделать так, чтобы этот проект был лучше не только для меня, но и для всех, кто в эту игру играет. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. Хотя со стримами сейчас сложно, наверное, и не будет. Всех обнял, до встречи.